Потому что выпила женщина, когда Уже выпила, расслабилась. да, расслабилась. Поэтому она танцует. Но в то время было же модно на столе, вокруг шеста. Ну да. Пьяная Наташа. Пьяная Наташка. Это он написал? Да, он. А он со мной А вы сидит. там не танцевали под пьяную Наташу? Танцевали. Самый быстрый танец, помнишь, я тебя отпустила и взяла Малахова. Да, И мы с с Малаховым Малаховым, начали да. рок-н-ролл танцевать. Всем привет, дорогие друзья! Как всегда в Москве дождь, воскресенье, день военно-морского флота. И мы идем с вами в Додо Пиццу. А со мной сегодня, догадайтесь с одного раза, Валентина Ивановна. Вот под зонтик заглянем. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуй, Игорек, здравствуй. И Хорошей погоды. Юрий Алексеевич. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Здравствуйте. Не, ну вы прям так официально со мной. Улыбнись, дорогие. улыбнись. Вы много писали, вот хотели узнать про Юрия Алексеевича побольше, ну и вот, как говорят, в Советском Союзе еще говорили, по многочисленным заявкам трудящихся, мы вот Юрия Алексеевича даже не уболтали его, и особо-то и убалтывать не надо было, он согласился Уговорили. почти полтора раза всего убалтывали. Ну и вот он с нами идет. Сейчас мы идем в Додо Пиццу, присядем. Если там будут места, вот там я вижу уже пока есть. Ну, хоть на улице можно. Наше место, Валентина Ивановна, в самом углу. О, куда вы побежали? Вот правильно. Молодая, Так, Юрий Алексеевич, как у вас дела? Великолепно. Независимо от погоды. Погода, говорят, в природе нет плохой погоды. Ну, погода, да, вот он под зонтиком, и только я, как всегда, мокну. Ну, искусство требует жертв. Давайте, проходите. И зайдем. Сейчас Валентина Ивановна с Юрием Алексеевичем место займу и будем заказывать пиццу. Я вот здесь пока постою. Вот идут. Ну, Юрий Алексеевич, подходите, давайте будем заказывать. Давайте, Валентина Ивановна, я вас учил. Так, Заказать здесь. У вас пальцы пластмассовые, Я поняла, сейчас не придет. реагируют. Еще раз нажмите. Так. Ну, Ну, видишь, как? стойте. Ну, почему у меня работает, у вас Ну, нет? у меня другая энергетика. Пиццу жмите. Так, пицца. Не надо так сильно, просто, Валентина Ивановна, вот так. Я нажала. Легко, раз. Хорошо. Так, Так, поехали. так, Пепперони фреш, так. терияки. Ну, это, знаете, терияки, это соус сладкий. Вы Нет, любите? нет. Не Мы любите самого такое? вот это брали с... Диабло мы брали одну. Да. Ну, Диабло, вы как, Юрий Алексеевич, относитесь к острой? Острый. Халапеньо. Отлично. Тогда берем одну Диабло. Так, Так, Додо пицца. Вот Додо нормальная. Ну, вот она, Диабло. так. Берем Диабло. 25 или 30? Нет, 25 бери. 25. Так, 25, да. Это так, тесто традиционное берем, да? традиционное, да. Плюс 699. Да, Так, соус нужен нам? Мне нет, ты смотри. Соус. Вы любите соус? Она острая. Соус любите, да? Ну, следующий будет, да. Тогда на следующем возьмем. Так. Так, одну мы взяли. Да. Вот есть пицца 4 сезона. Она вот здесь Мы раз. как-то Ну, не брали, да, мы ее не брали. ни ну разу. давайте, Это как говорится, ознакомимся со всем списком, как говорили в знаменитом фильме. Да. Ну все, пицца кончилась. Здесь комбо, потом нет. Так. Так, пиццы из половинок А вот нам смотри, не надо. овощи и грибы, что это такое? Ну, овощи и грибы, что это такое? Вот овощи и грибы, то есть помидоры будут, там это, грибы. Ну, наверное, Вы что предпочитаете, Юрий Алексеевич? Вы у нас сегодня гость. Валентина Ивановна уже постоянно, Да. она уже... Я особо не особо ел, и поэтому... не На знаю, нас ваш вкус, выбор, да? На ваш выбор. Так, вот, цыпленок барбекю есть, маргарита есть. Ну, маргарита это классика. Вот, Додо, вот видите, грибы здесь есть, все это. Вот, давайте мясную возьмем, да, давай мясной возьмем, давай. без всяких этих, Без да? всяких, 25 тоже, Да, да? да, тоже 25. 25 плюс. Так,
Так, есть соус Какой тебе? сырный, хотел? есть Мне чесночный, никакой. барбекю. Ну давай товарищ чесночный. А его нету, как раз его нету, видишь, он темный. Нет, 1000 остров, барбекю есть. Ну давай 1000 острова, ну нет. А я понятия не имею. Ну, вряд ли. Вот там дьябло острый. Ну, давайте возьмем один. один хочется. Так. Так, состав. Соус не нужен. Дальше возьми. Так. Ну и теперь мы что берем? Пить, вода. Напитки. Напитки. Как вам нравится? Напитки. Поехали. Вы что любите, Юлия? Вы коктейли любите молочные? Американо. Кофе, да? Кофе, да. А, кофе будете? Да. А, вот, Валентина Ивановна, тогда с вас начнем. А? С вас, вы кофе не пьете? Я не пью кофе. Нет. Ну тогда с вас начнем, потому что мы с тобой- я тоже кофе люблю, поэтому мы потом с Юрием Алексеевичем Да, выберем. мне этот. Вот, апельсин, маракуйя, помните, что Да, мне я взял? Мне понравилось твое, когда ты там маракуйю. Приплюсовываем, да? Да. Один или два? А, давай, раз Давайте кофе два берете, возьмем. Ну, давай, вы кофе берете, вам хватит. Я два взял. Хорошо. А теперь кофе берите, выезжай обратно. Так, теперь берем кофе. Так, кофе и чай. Кофе и чай. Так, Юрий Алексеевич у нас... А где у нас американо? Это не вышло, не вышло. Вот еще. Ну вот, нажми. О. Так, я себе капучино. 0,3. Приплюсовываем. Так, Ты какой Внутри будешь? американо. американо вот это, да? Да. 0,3, 0,2, 0,4. 0,2, да? Хватит на две. Точно хватит? Точно хватит. Так, приплюсовываем. Итого у нас заказ вышел 1935 рублей. Прекрасно. Почти Так. по-студенчески. Оформить. Да, форме, да. Так, это пропускаем. Дальше. Карта. Я карта, да. Оплатить 1935 рублей. Выдать на Все, я подносе. пошла на место. Да, все, можете идти. Так, а я оплачиваю. Так, ну что, заказали, ждем. Одеть? Очки, я уже снимаю. Очки, Очки тебе у тебя для чего? Близорукость или дальнозоркость? Нет, у меня плюс 2. Сейчас. Ну, газеты вблизи читаете? А, то есть для этого. А вдалеке хорошо видите? Ну, более-менее нормально. Ну, значит, близорукость. А я читаю газеты. Так, ну что, дорогие друзья, вот мы сидим, ждем 197 заказ. Как вы видели, сидим, ждем пиццу. Ну и начнем Юрия Алексеевича пытать потихонечку. Вот Валентина Ивановна уже прям пышет задать несколько вопросов. Но пока после... Я хочу его послушать. А вы еще не до конца все знаете о нем? Конечно, Ничего, нет. до конца никогда никто ничего не может знать. Мы еще сегодня узнаем много интересного. Потому Это что точно. попросим ответить. Просто, Юрий Алексеевич, много людей в комментариях вот смотрят, как вы танцуете вы шикарно, вот, и просто хотели тоже узнать о вас чуть-чуть поближе. Ну, я у вас спросил, вы согласились. Когда и где вы родились, Юрий Алексеевич? Я в городе Сальске, Ростовская область. А, вы ростовский? Да, 12 апреля, день космонавтики. Ну, только 55 года. Но день космонавтики я тоже летал. В бабушке погреб. Юрий Алексеевич, какое совпадение. Да. Юрий Алексеевич Гагарин. Я знаю, что и в детстве у вас кличка была Гагарин. И да, вот после этого полета у меня и была кличка Гагарин, потому что, ну, я вечером только, когда вырос, то определил, что у меня есть закрытый перелом ребра. Это память о том полете. Вот. Но он не помешал мне в армию сходить, отслужить, поэтому. Какой город еще раз? Город Сальск. Сальск. Есть Сальская такой, степь есть. в Ростовской области. Да. Ну и вот вы родились, Ну, вот. ясный детский сад или как? Не, если не было, но бабушка была. Вот. А вот уже в школу, В этом же городе пошли в да, школу? в этом я в школу пошел. И нас ходил когда-то преподаватели Дома пионеров, народных танцев. Они ходил по школам и выбирал
мальчика в основном подбирали, что желательно, и уговаривали родителей, чтобы они отпускали ребенка, мальчика на танцы, потому что прививать, ну вот и заразили меня этой любовью к народным танцам. И 4 года занимался народными танцами. 8 или 10 классов заканчивали? 10. 10, да? 10. Кстати, как учились? В основном хорошо. Ну, по математике что у вас По, было? по математике вообще-то была 5, а потом забор так нагородили, что, говорят, 3 не получается. Но знания были хорошие. Был победитель математической олимпиады когда-то. Да, да, что? Да. А гуманитарные, вот, по литературе, например, что было у вас? Ну, за по оценки? литературе у меня было 4-5, а по русскому языку 3-4, будем так говорить. А что так? Туда-сюда ходил. Литературу любили, а русский язык А нет? русский нет, не Ошибался, грамотно. ошибался. И кое-где, да, то не там запятую поставлю, поэтому... Как говорят, не с глаголом пишется раздельно, да? И от природы у вас, вернее не от природы, вот танцевать, как? Ну, вот уговорили, и мы пошли, занимались. Василий Степанович Барнаша, это наш был. Он душу отдавал детям, просто. Сколько вам лет было, когда вы начали Ну заниматься вот танцем? со школы начиная, то есть 6-7 год пошел, и я пошел сразу заниматься народными танцами. А, народный Народными сначала занимался. Да, я 4 года занимался, потом я заболел. Мне запретили заниматься танцами только ЛФК. Только Вот. что? Ну, лечебно-физическая культура. э, ЛФК. ЛФК. Да. У меня друг, мой одноклассник, он занимался до 10 класса, а я до 4 сделал паузу на 5 лет. Ну, так как болезнь была такая довольно серьезная, ревматизм сердца, ну, сейчас, тогда не модно было от армии откосить, поэтому Да. в армию я пошел. Хотя Я- стоило сказать, но я перед армией в санатории был. Вот. Поэтому вроде бы все нормально, и я с удовольствием пошел в армию. Сказал, вынесу. Кстати, раньше действительно было, если в армию не берут, значит какой-то кривой, косой, хромой. Да, И что-то это. девчонки не любили, Да, да, это- факт. Это В армию щас в модно 18 крутить. лет ушли? Да, 18. Никаких отсрочек, Нет, ничего? никаких отсрочек. Нет, но очень серьезная болезнь. Эта болезнь очень А серьезная. как же взяли вас в армию? Или тогда... Нет, ну, во-первых, после того я очень много прочитал о своей болезни, я занимался закаливанием холодом, и водой. Я начинал сначала с 1 Закаливанием мая. занимались? Да, с 1 мая начинал, а потом начал вообще с своего дня рождения, ходил на речку, брал с собой полотенце и в любую погоду ходил, плавал, ну, зависит, если дождь, то чуть меньше, под грибок переодевался, вытирался насухо, и вот я считаю, этим я себе где-то вытащил, как говорится. этой Это болезни. сколько вам лет было, когда начали заниматься вот Ну вот, в любую погоду? ну это уже было лет 12-13, Ничего себе. ну, потому что я здесь заболел, я не мог встать, с табурета встать не смог. Отец сначала говорит, ну ты сынок притворяешься, а тут получилось так. И зимой? Нет, до поздней осени. До поздней осени. осени. Это вы сами С ранней надумали весны. себе или кто-то Нет, ну, посоветовал? я читал же много о своей болезни. Я решил, что вот за счет водных процедур можно, это релаксация для человека и для сердечно-сосудистой системы. Вы плавали или окунались просто? Нет, я плавал. Почему? Плавали, Я плавал, я переплывал нашу в речку Доне, Средний Дон? Ярык. Нет, я Средний Ярык переплывал его, обязательно на ту сторону плавал. Широкая а, речка а была? племянник сидел, ждал, потому что пока не научился плавать. Я ему Широкая сказал, речка была? Ну, прилично. Ну сколько, в метров? 100, 200? Ну, метров 100, да. Туда-обратно, да? Туда-обратно, И да. течение ведь было еще? Ну, течение небольшое было. Ну все равно сносило, наверное. Ну, чуть-чуть. Ну, там небольшое течение, потому что колхозы делали пруды специально для разведения рыбы. Рыбалку любили? Да, иногда и ходили на запрет ловить. Как говорят, в основном врут политики и рыбаки, да? Нет, ну почему? Пускай. Пока были молодые, с удовольствием ходили на рыбалку, конечно же. С удочками. Мы браконьерством не занимались, не в Ну этом, тогда а- это не модно было. А удочки, да, с удочками мы ходили. Ну, на запрет ходили, там и удочка запрещено было. Ну, иногда так, стояли где-нибудь близко, потом убегали, когда приходил рыбнадзор. И вроде бы ты вне зоны, опять, потом опять. Ну, 18 лет исполнилось и в армию. Ну, я уже, да, я уже в Ростове был 18 лет, и тут уже, ну, я в Сальске Юр, а начал. строевая была?
Я... Или в БАТ? Нет, я был в спецсвязи. Засекреченная А где прокуратура служили? В каком городе? Город Солнечногорск. Курс выстрелами шапошника, 10 километров от них. Город? Солнечногорск. А, Московская область. Да, здесь рядышком. то есть- 10 километров от них. У нас увольнение 2 суток было в Москву. А когда в Москве служил, я 3 месяца был, ну, я был невыездной. У меня приезжал полковник на машине и, как Гитлер рассказывал, но я из машины не мог выйти. Он меня возил и рассказывал архитектуру Москвы, достопримечательности. 2 года служили? Да, 2. Валентина Ивановна, вы следите за заказом, следите? Там нет ничего, я уже давно посидела, белая полоса, я уже хочу сходить, или сломалась это Посмотри, самое. 197-й. 190. Потому что там уже... Да, уже все белая полоса. Ты знаешь, а потом уже, ну, где-то с 16 лет я начал заниматься бальными танцами. Еще в Сальске и в Ростове продолжил. Еще до армии. Да, еще до армии я начал заниматься, и потом после армии я продолжил заниматься бальными танцами. Я закончил школу бальных танцев, которую вел Геннадий Донской и Светлана Захарова. Это конкуренты были Людмила и Станислав Попов по бальным танцам. Как и мой старший брат был Алексей. Он тоже был танцор первого класса. Ну вот у вас. Они конкурировали на российском, так сказать, пространстве, даже уезжали в Чехословакию, в Германию, ну, ГДР когда-то было, на конкурсы бальников. Вот. А у вас семья, братья, сестры есть? Да, ну как, брат у нас умер, старший брат Алексей, но сестра жива, в Питере живет. В Санкт-Петербурге. Да. Не называйте Питер, Санкт-Петербургцы не любят. Да, Санкт-Петербурге, да, она живет. Да и до сих пор живет. До сих пор, да. Старшая или младшая? Нет, она младшая. Младшая. да. Она младше на 3 года у меня. Ну, и в этом году будет 50 лет совместной жизни с мужем. У нее. Да, Ну, большой срок. да. Они вытерпели друг друга. Это довольно сложно. Вот. Ну вот, в принципе, да. Ну, когда пришло время, когда зашли в школу бальных танцев, право-то выбора есть. Или заняться любимым делом, или семью кормить. Когда уже там образовалась семья, дети, то нужно... У вас? Ну да. Это сколько вам лет было? Ну, это уже 24 А, ну это вы когда с армии пришли. Я и хотел спросить, вот с армии демобилизовались вы и уехали домой? Или Да. Я в Сальск уехали? Ростов. Не, ну я в Сальске, а потом в Ростов. И в Ростове уже там работал на оборонном предприятии и занимался бальными танцами Ростельмаша, такая Ростельмаша. свободное от работы время, Да. да? Вот. Ну, потом занимался еще в Народном театре, в агитбригаде. У нас поэтому лозунг был «Не ешь носа, что жизнь на колесах мы людям сердца отдаем». Подождите, а сколько лет вам было, когда женились? 23. 23. Дети? Да, у меня дочка и сын. У дочки 3 дочки, то есть 3 внучки. 3 внучки. да. Египету везет. А у сына один сын, пока Сейчас один. я принесу воду. Внук один. Вот сегодня Валентина Ивановна у нас. У сына сколько? Один пока. Один. Внук или внучка? Внук, а у дочки, я ее восхищаю, потому что у нее разница между старшей и младшей 22,5 года. О, большой. Да, взрослые эти уже взрослые были, когда они решили еще 3-го ребенка. Ну, опять же, девочка получилась. А дочке сколько лет сейчас? Сейчас 48, А сыну? 46. 40, ну уже большие. Ну да. Так, ну сейчас мы немножко выключим, чтобы нам вот, смотрите, Валентина Ивановна пришла, экраны не работают, а мы здесь увлеклись с Юрием Алексеевичем и забыли про пиццу. Сейчас разберем все и включимся. Так, ну вот мы все разложили, посмотрите, я уже Юрию Алексеевичу, Валентина Ивановна все налили Да. и теперь пробуем. Ну как вам? Вот же, ну я вот же люблю. В жизни время меня сразу в жизни не хватает, поэтому с удовольствием. Вкусно? Вкусно. Ну, мы взяли вот, ну вы видели, что мы взяли. Ну, так можно так перемешку, видишь, чтобы, Да. если сильно острая. Что? Какая лучше, Валентина Ивановна?
Я пока эту. А, вы еще мясную не пробовали, да? Сейчас мясную попробую. Ну как? Это очень сегодня хорошая. Остренькая, хорошая. Что значит сегодня? Она всегда одинаковая. Нет, не всегда. Ну. Валентина Ивановна перец отдает Юрию Алексеевичу. Юрий Алексеевич говорит, перчинки в жизни не хватает. Так, ну у нас трезвый образ жизни. Давайте. Вот мы взяли маракую и им чокаемся. Да. Ваше здоровье. Это тоже очень хорошая. И вы, Юрий Алексеевич, работали когда оттуда потом? Сколько проработали там? Там я проработал 5 лет. Потом переехали в Красный Сулин, потому что жена по распределению института туда, говорит, ну поехали, это ее Владимир была. А, Красный Сулин. Да. Ну там сначала дали нам мало семейку, мы жили. Уже с детьми? Ну да, сначала дочка была, потом уже, ну, в принципе, мы недолго жили с ее родителями, там, 3 месяца, пока мы ездили. А, был и такой вариант, да? Да, пока мы ездили отдохнуть в дом отдыха, приехали, там приходили с завода, предлагают малосемейку. А жена у вас по специальности кто был? Бухгалтер. Бухгалтер. Ринг она закончила. Ростовское народное хозяйство. Так, совпадение. Минх, Плешка, а там ринг. Наверное, бухгалтеров везло. Но вы творчеством продолжали заниматься, не Вот забраться. Занимался в Народном театре, выпускной был. Он заканчивал Щукинское училище, режиссер наш. Кто, вы заканчивали? Нет, режиссер А. Народного театра. И к нему приезжала на прием его, так сказать, за счет театрального, защиты театрального диплома. Да, диплом. Мария. Саша Абдулова. Мать Абдулова. А, Александра Абдулова, Да, мать, Александра, мать, да. да? Приезжала. Она приезжала на прием. Все там было разволновались. Я говорю, ребята, успокойтесь, сделаем вид, что мы не знаем, кто приехал. Играем и все. Это у вас там в Ростовской области Да. было всё, да? Ну, все-таки, ну, по тем временам это же довольно известная личность, тем более она Да. была очень серьезной критикой. Все боялись, что зарубит и не даст ему. Поэтому, ну, нет, мы в агитбригаде у нас очень была очень интересный коллектив. Самое главное, что он всегда был творческий. Находились, кто написать мог сценарий, хорошие сценарии. Что значит в агитбригаде? Вы в агитбригаде? В агитбригаде мы ездили по колхозам, выступали с концертами. В Москву приезжали на конкурсы. Ну, у нас была такая перчинка, что всех показали, а нас не показывали. Но судьи, когда уставали, слушайте, как Лилия Ильича хвалят. То говорили, агитбригада не поседа, на сцену. Это вы по колхозам ездили на посевной там и прочее, На да? посевной, на стрижке овец, вот, Нифига себе. на уборке урожая, это все. А какой репертуар у вас был? Песни, пляски или Ну что? там в агитбригаде там же все есть, все же вместе. И песни, и Сборные частушки. концерты, Сборная концерт. Поэтому Со знаменитостями когда-нибудь выступали вместе? ну, это уже когда я был в Москве. А. Ну давайте пока еще про Да. вашу Там- ростовскую жизнь поговорим. Там, не, ну там знаменитости особо не было, но так. Ну, творческие люди все были интересные. Коллектив был всегда интересный и, в общем-то, творчество было всегда ценилось, и я ценил всегда. Полет
творчество, чтобы человек на чем-то одном зацикливался и все. Вот. Потому что, ну, творчество, оно всегда для души помогает немножко снять там напряжение, усталость, которая накапливается годами. Иногда вот, там семейные проблемы тоже, они иногда давят. Вот. И это У вас, всегда- короче, дома практически не было, да, Юрий Алексеевич? Ну, если вы в разъездах с агитбригадой. Ну, агитбригада ездит, допустим, ну, на стрижке. Ну, поехали они один, два, 3 дня и съездили, все. А вы по области ездили или по всему По Союзу? району, по району. А, по району Нет, по только. району А. ездили. Мы ездили по району, по своему. Вот. Ну и на конкурс приезжали в Москву. И всё. А так, ну мы и с Домом пионера ездили, приезжали в Москву на конкурс, когда-то народными танцами. И потом, когда нашему учителю Барнашу было 110 лет, ребята сделали ему интерактивное, ну уже современно, сделали такой как бы отсчет. И мы с другом, со своим одноклассником попали в 2 фотографии там с нами. Когда я ему сказал, он говорит, где ты уже увидел? Я говорю, как, в одноклассниках, ты забей, Барнашу 110 лет, и там все увидишь. Я им даже сбросил эти скриншоты, сделал и сбросил. Вот. Там еще в Краснословске танцевали. А вы вот когда в агитбригадах ездили, вам платили что-нибудь за это? Знаешь, не, кормить кормили, а везде всегда там. Это Короче, были за- шефские концерты. За еду работали, да? Да, ну шефские Игорь, концерты это были, это шефские шефские концерты концерты. были. Шефские. Да, тогда не было такого, чтобы прям вот деньги платить и все. Тогда как-то даже спиртное покупали. Кому Партия уже когда сказала взрослые надо, были. Родина ответила есть, да? Ну, знаешь, вот даже вот получалось, что, ну, и мы иногда там спиртное покупали дорогу, ну, когда уже обратно ехали, то иногда по чуть-чуть там всегда для песни пели, там, тут уже было все это. Ну, я же у нас в заводе работал, у нас тоже были А на заводе кем вы работали? фрезеровщиком начинал работать. Фрезеровщик? Да. А что кончал? ПТУ или Нет, просто почему? у мастера? Или у мастера? Нет, учился? сначала у мастера, это, а Учился. потом, да, потом заканчивал техникум. А, техникум. Да. Ну, фрезеровщик нормальный из вас был? Или больше? Нет, почему? Очень хороший фрезеровщик был. Ну, потому что больше по агитбригадам. Нет, ну, агитбригада это же, они не так часто ездили, они же там, ну, на посевную там выехали, там, 3-4 дня там, в общем. И то это уже стало раз после работы ездили. Раньше же не было такого, сам понимаешь. Юрий Алексеевич, а когда ездили вот с выступлениями, когда выступление заканчивалось, предлагали, наливали? Ну, только честно. Нет, нам как-то не предлагали никогда, ни в одном колхозе. Серьезно? Да. Мы То есть вас кормить кормили, но, кормить кормили, да. как Вот говорят, на На сухую. стрижке у нас всегда уже это баранина, горячая шулюн, всегда свежая баранина, ну вкусно, ничего не скажу. Пока она же горячая, она сладкая. Ну да. Если она стынет, она очень сложно ее есть, и холодная. Да. И не предлагали? Нет, как-то не было, знаешь, тогда не было такого, что это и все. Как-то по колхозам ездили, даже вот, не знаю, может начальство предлагали, нам не предлагали как-то. А это какие годы были? Ну, это, уже там 79-й, 80-й годы пошли, 85-й год. До того, как развал пошел. Ну, еще Советский Союз. Да, был. еще Советский Союз. До 90-х. Да, до 90-х. А когда в Москву перебрались? Первый раз в Москву в 95-м году. В 95-м. И сколько вам лет было уже? Ну, если я 52, значит 40 лет. Не, ну я считать умею, ну, 40 зрителям, лет. чтобы не напрягаться. 40 лет я перебрался в Москву, потому что там раздрали с женой, и поехало. Ну, решил, что лучше всего будет, потому что служил здесь, в Подмосковье, в Москве. Все будет, тем более Союз развалился, в Москве будет финансово, в первую очередь, деньги будут. И в Москве только. И вы решили в Москву, да? И я решил в Москву. Постепенно познакомился. Ну, тут
друзья, знакомые были, потом было проще немножко адаптироваться, как говорится. Тем более, раз служил здесь. Ну, правда, до сих пор не съездил в родную часть. А когда в Москву приехали, чем занимались? Там различные работы. Ну, чаще всего охранником, то на автостоянке, то в институте охранником, то в техникуме, ну, институт имел и техникум свою, там техникум тоже охранник. Вот. Но все это относилось к институту. Ну, а с танцами? Российской Федерации. Ну, не занимался уже танцы просто, это как хобби, ну, там долго вообще не ходил, а потом решил пойти, пришел в Сокольники. Когда пришли? Ну, это было 5-10 лет назад, когда? Больше. гораздо Да? больше. Ну, если с 95, ну, где-то с 98-го года стал ходить на танцы. О, это 28 лет назад. Сюда, именно в Сокольники. Сокольники. Ну, потому что здесь недалеко городок Моссовета, где я жил, поэтому туда добираться было проще всего. Только поэтому, что Да. проще добираться было до сюда. Ну, здесь удобно было, понимаешь, вроде бы людей всегда было достаточно много. Там площадки там менялись, а все равно. Не, ну тут еще было, в свое время была хорошая так называемая шайба, которая сейчас расстроилась, вот, Малиновка, которая сейчас. Вот. А тогда она была шайбой. Там хорошие ребята пели песни. Хороший был Живая репертуар. музыка была, да? Живая музыка была, да. И вот, они, хороший репертуар у них был. Ну, потом начались эти дрязги, продажи, перепродажи, конкуренция, начали ее подожгли даже. Ее шайбу спалили, она долго восстанавливала, вообще была ничейная, потом кто-то взял, восстановил ее более-менее. Ну, вы танцуете хорошо. Это вот у вас задатки еще вот с Ну, я думаю, молодости. что Это с в детства. первую очередь задатки Это с детства. привил, да, Это Барнаш, с Василий детства, Степанович. да. Вот там он любовь к танцам Заложил привил. основы. Да, заложил Заложил. основы, да. Любовь к танцам, народному, и поэтому я легко перехожу. С народного могу в бальные танцы переходить, и из бальных в народные могу. Это звучит, музыка бывает же разная. Вот. Звучит она и легко. А бальные все танцуешь? Бальные, когда-то танцевал все. Сейчас уже нет. А вот Даже- сейчас какие сможешь? Сейчас уже ножку не могу поднять выше. Ну, это Ну там нужно совсем не растяжку обязательно. делать. Мазурку Мазурку танцевал. танцевал. Падападенер, Падаграс, падаграс, падападакатор, польку-бабочку. польку-бабочку мы танцевали, потом это танцевали А вальс-бастон? вальс-бастон. Это было. Мы ходили когда-то, когда занимались вот, бальными танцами, по полчаса иногда ходили с линейкой за, ну или указкой за спиной, чтобы выработать правильную осанку. Осанку, То есть требования, да. да, осанку. На это очень обращали внимание наши преподаватели. Это самое главное в этом Да, танце. осанку. Валентина Ивановна, вы мой соведущий. У вас, я говорю, вы мой соведущий. Задавайте Я просто какие. про танцы спросила. Про Ну, танцы какие говорить. еще вопросы? Вот у Всё, вас есть какие вопросы? Нет, пока вот про танцы он начал говорить, когда ты спросил его, как и сколько лет, да, и все. И вот он сказал, я все танцевал. И мне просто сейчас стало интересно, потому что сейчас Юрий Алексеевич у нас в основном быстрые танцы танцует, да? Как это быстрые? Только быстрые? В основном, да. А медленные нет? Медленные я его не видела в вальсе бастон. Я его видела в вальсе, Так, видела. Валентина Ивановна, я здесь и вальса Бансон не видел, если Вы честно. видели его? Нет, Вообще, на площадке разве его включали? Да, один раз включали, несколько пар пытались его делать. Наверное, в Почему этот момент Юрия Алексеевича Да, не было. да, не видел. Почему я спросила, раз человек как бы заложил основу хорошую, да, то есть он должен все танцевать. Ну ладно, Юр, еще не все потеряно. Да. Ну да, иногда некоторые элементы приходится вспоминать, потому что что-то с А памяти ты знаешь, слегка стерлось. Слушай, ноги вспомнить. Ноги вспомнить. Ну это да. Валентина Ивановна, а есть вопросы частные, личные, какие-нибудь интересные? Ну, Задайте. конечно, есть. А Давайте. почему? Конечно, есть. Например, так вот. А где ты познакомился со своей женой? Женой, Как? понимаете, которая мне дети говорят, Да. или которая здесь. С ней я познакомился в Ростове. В Ростове.
Ну как? Ну, Валентина Ивановна подробности на интересуют. улице, в гостях, у друзей. Нет, ну это мы у друзей в На гостях работе. были. Нет, в гостях были у друзей, гостях. мы познакомились и потом так это. Ну, ей тоже нравились танцы. Ну и так мы так ходили в Ростове по танцплощадкам, с удовольствием танцевали. Танцы были, ну как, ну и ей нравились. Мы даже и тогда уже брали, даже когда в Красном Суле жили, уже дети были. У нас это, у нас была оговорка, если в ДК можно выйти, то дети отпускали нас. Если другое там брать пытались, чтобы их брали с собой. Если ДК сказали идти, значит там был убор, они не возражали, оставались там, на бабушку оставались более спокойно. Мы ходили заниматься. А долго с женой ухаживали до свадьбы? Нет, недолго. Недолго? Нет, недолго. Все совершилось быстро, да? Быстро закрутилось все у нас, быстро. А дети сразу родились? Ну как сразу, через 10 месяцев как Нет, минимум. Нет, не сразу. Нет. Дочка родилась у нас через 2 года. Мы уже жили с А, ней. ну, Пожили для себя. человек творческий. Пожили Она для даже себя. рыдала из-за того, что все уже девчонки, которые позже выходили замуж, уже беременные, а она до сих пор не А вот для беременна. себя пожили. Почему? Не, а просто я сказал, ты пойми правильно, у тебя защита диплома, госэкзамены, Да. вот, у тебя стресс внутри, мосты внутри мозгов. Просто, и поэтому они не отпускают, ты не можешь это. То есть вы мыслили, То есть другие проблемы были. мыслили логически. Надо сначала диплом получить, Ну а да, потом уже... она в первую очередь за этого зациклена была, что надо, а тоже многие получалось, что не могли, сложно было и сдать, и беременные могли, бывало так, что возили перед экзаменами. Разволнуется и народы возили, и процесс такое было. пойдет, да? Да, потом там начинается академический отпуск и так далее. академка, это Чего всё. не надо. Ну да, поэтому я говорю, да успокойся, все будет. Ну, собственно говоря, вот, ну вот это, да, было потом. Ну, вот это нормально все. Ну, правда, у нас как между нянькой и ляйкой, вот как говорится, старшая дочка, а младший сын, то всегда у них спор был. Я командир, а она же, я ж большая, значит, меня же надо слушать, я же старшая. меня И слушать. сколько между ними разница? Год и 10 месяцев. А год и лет, ну, Ну, этого, считай, нет. 2 года. Да, Считай, нет. Отстрелялись сразу. Ну как вам пицца, Юрий Алексеевич? вкусно. Я, в общем-то, ну, острая, которая, да, ну, мне вот этого не хватает, наверное, сейчас в жизни, поэтому с удовольствием ем. А вы готовить умеете, Юрий Алексеевич? Умею. Серьезно? Да. А что именно готовите? Или все подряд? Ну, очень много, я не скажу, что это, тем более и на мангале, и кроме мангала так могу приготовить. Я просто почему вас спросил, а вы когда на танцы приходите, всегда, вот, да, Валентина Ивановна не даст соврать, Да, еду. всегда Носим угощайте еду, нас, да. и прям такое все. Не, ну, тем более, Шашлык вы хорошо шашлык готовите. на мангале, хоть куриный, хоть такой обычный. А какой ваш любимый? Вот, из какого мяса? Ну, я или свинину готовлю чаще, или же куриный. Это чаще всего готовится. Поэтому Борщ любите варить? Вернее, неправильно задал вопрос. борщ Умеете? Умею готовить. И борщ, и никто не скажет, что я очень... Ну, меня учила бабушка. Я ей за это Это самое большой главное. поклон. Это самое Она большое. научила готовить очень вкусно меня. Навыки не растеряли? Нет, не растерял, как не Посмотрим. Валентина Ивановна, Посмотрим. берем на вооружение, Да, что берем Юрий на Алексеевич да, умеет. Да. борщ Берем на готовить. вооружение именно украинский, чтобы по всем правилам, тем более он родился, там была бабушка, то есть должно быть все окей. Бабушка у меня из терских казачек. Вот и Ух ты. казачка. О, Да. расскажите про своих родителей поподробнее немножко. Как, дед у меня был донской казак, бабушка терская казачка. Ну, Вот. ну, Дед был получается, и вы казак. Дед кавалер Георгиевский. Крестов. Да. Нифига себе. В Отечественную пошел уже добровольцем. Он подвозил снаряды к... Ну, раз он был этот, раз уже возраст был такой, он подвозил снаряды на лошадях туда, на подводах. Вот попал, наверное, где-то снаряд
когда обстреливали, обстрел, поэтому без ноги. Нет, ну у нас была жила и бабушка по материнской линии, они Ну, долго какую жили. вы больше помните? Ну, больше люблю свою, конечно, бабушку, потому что мы жили с ней рядом. А, Вот. Как бы то ни было, потому что она о нас заботилась там всегда. Ну так всегда, и даже внучикам всегда там чуть-чуть что-то перепадало. Поэтому как-то помню. Юрий Алексеевич, а была вот история, вы с Валентиной Ивановной попали на передачу Малахова. Да, Было дело? было дело. Ну как получилось, что меня увидели, я с Евгения танцевал 18, я даже помню до сих пор, 18 кем, января. Женю танцевал я. С какой Женей? Ну, которую Евгения, ты знаешь, Женечку? Не знаю. Ну как не знаешь, что Женька кандидат наук. На танцах. Да. Профессорша моя. Кандидат наук. А, Она, всё, понял. вообще-то она. Там какой-то у нее было это, ну, праздник, не праздник, не знаю я что. В общем, ну, получилось, что в Сокольниках мы встретились, и мы там зажигали с ней. Но так как я не умею танцевать, плохо, я дубленку снял и танцевал. Несмотря на январь месяц, я танцевал в костюме. А Вот. кто не умел танцевать, она или вы? Нет, почему здесь мы умели танцевать, просто ну, мы танцевали так быстро, активно, что у нас дубленке было сложно, жарко было слишком. Вот так, Поэтому- Валентина Ивановна. Ну вот потом мне позвонили с команды Малахова, представили, что они команда Малахова и хотят, им понравился этот, они выложили видеоролик с танцами с нашими, они увидели, мне, нам понравилось. Мы обязательно вас пригласим на На съемки, да. Потом, правда, долго была тишина, я позвонил, мне говорят, нет, мы не забыли, просто у нас будет отдельная съемка о танцах. Я говорю, там вообще-то больше поют Малахова. Нет, у нас будет отдельная съемка о танцах, поэтому мы не забыли, мы это... Ну и потом вот так получилось, что нас пригласили, потому что Вас это кого? ну, меня и Валентину Ивановну, ну у нас как по принципу у нас... Ну, когда потому я что, жил- подожди, минуточку, Подождите. Юра. Во-первых, Вы танцевали с Женей, а каким боком тогда Валентина Ивановна? потому что приехали в Сокольники, передачу. бригада приехала в Сокольники и стала снимать. Так И она приехала к вам или к Юрию Нет, Алексеевичу? они в Сокольники приехали. Они просто в сначала Сокольники Сокольника при- просто они снимали. просто- Вы меня приехали. поймите правильно, я помню этот момент, Да. я знаю, Да. хочу, чтобы И вы всё. рассказали. И как раз определились именно на Валентине Ну, Ивановне, и, понимаешь? Для телевидения есть одна фишка, будем так говорить. И они определили, что это будет очень интересно для всех. Поэтому они взяли Валентину Ивановну. Ну, потому что никто в Тем моем более на возрасте каблуках, на шпильке на 16 каблуках сантиметров не танцевать. танцует. Да. К вам же домой ездили, да, Валентина Ивановна? Я в этот Понятно. момент. Подожди, я говорю, Сначала. они здесь сняли, Они там они сняли здесь сначала. сняли на Сокольниках, Сокольниках, да. меня с ним сняли, без тебя сняли Да. меня и все. И потом они приехали ко мне домой. И меня снимали с 10 часов утра до 11 часов вечера. Меня снимали одну. Понимаешь, снимали во всем. Снимали меня дома, снимали меня на улице и обратно, на танцах. и обратно снимали в Сокольниках, все проходы, все абсолютно. Но самое интересное, было самое приятное, что у нас с Юрием Алексеевичем, мы, в общем-то, с ним, ну, периодически же танцевали мы с тобой, Да. понимаешь? Но А вас, у вас дома не снимали ничего? Нет. Ну тогда было... почему просто такая еще несправедливость? Фишка была, потому что... Потому что пойми, фишка, правильно. Фишка для телевидения это всегда... А Валентина Ивановна довольно редкий человек, чтобы Да. за 90 человеку было Да. лет, и она танцует на каблуках. там уперлись не только в танцы, а когда познакомились с моей жизнью, познакомились, что я за человек и так далее и тому подобное, я их уже заинтересовала не только. Танцы – это танцы. Короче, получилось, Валентина Ивановна, так. Хотели Юрия Алексеевича, А получили Валентину Ивановну. да, а вы затмили Юрия Алексеевича. Я не затмила, понимаешь? Нет, Просто я как не вот, затмила. Там как, некоторые говорили как... Расскажите Юрий подробности, Алексеевич, Юрий Алексеевич. От Валентины Ивановны я это слышал, теперь от вас вот Они хочу сказали как? услышать. Понимаешь, говорят, некоторые говорят, она, мол, слишком стара. Другие говорят, она не умеет так бально танцевать. Вот. А ты, мол, занимался танцами, у тебя есть подготовка, которую можешь вытащить. Просто эти углы Валентин- сгладить.
в нужное русло направить Да. Валентину Ивановну. Нет, ну просто желаете углы, чтобы это на телевидении было интересно всем. Их же, это же интересует, их рейтинг всегда волновал. Ну, конечно, Поэтому это важно. рейтинг это реклама, рейтинг Вот. это деньги. Поэтому ты сможешь это, тем более принцип у нас был какой? Танцевать, не целовать. Можно вот так танцевать вот. независимо от возраста, понимаешь? Поэтому тут совпало, как говорится. И поэтому мы попали на съемки. Ну там, правда, к нам еще многие пришли, наши сокольнические танцоры, которые 12 помогали, человек да, было. они И там поддержка. общий поддержка. танец. Группа поддержки была. Поддержки была, Ну, да. Они Юр, ну танцевали. вот ты здесь не совсем точно говоришь. Когда мы с тобой танцевали, да, вот ты говоришь, мы с тобой вальс танцевали? Танцевали. Мы с тобой быстрее танцевали? Цыганочку танцевали. Цыганочку И мы цыганочку танцевали? Абсолютно Танцевали. все. И самый быстрый танец, вспомнишь, я тебя отпустила и взяла Малахова. Да, И мы с да, Малаховым да, с Малаховым, начали рок-н-ролл танцевать. С кем лучше танцевать, Валентина Ивановна? Что? С кем лучше танцевать? С Малаховым или с Юрием Нет, ну Алексеевичем? дело в том, что, понимаешь, Было Игорь, интересно. Малахов просто... Дело в том, Не, что... ну это я шуткой вопрос я говорю, задал. Нет, ну с Андреем мне прекрасно было танцевать, но надо же зависеть ритм. У меня ритм с Юрием Алексеевичем один и тот же. Кстати, а вы, прежде чем знали уже, что попадете на передачу, тренировались? Нисколько. Нет, нет. Ни Вообще ни разу. Мы не Ни разу. репетировали. Мы Не репетировали. Прям Абсолютно. получилось. То есть мы из-за стола Танцевали с ним встали, мы там, звезда. когда сидели круглый стол, заиграла музыка, и мы с ним пошли, сказали, а теперь вы. И мы с ним пошли вдвоем. Ну, единственное, что Абсолютно. нас сказали потом уже, когда чем перед съемкой, что мы будем танцевать под девятого да. отца и дочь. Дочь, Мы который- даже не знали, что они будут петь. А вы даже Они репертуар были, не да, знали, не- да? да. Нет. Сказали, что они будут, и вы будете под нее танцевать. А они пели как раз «Я огонь, ты вода». Да. Но Ну, самое... вы подстроились? Не, ну, Не только, я с девятым сама танцевала, Да, а он с я дочерью. А он с дочерью. А вы я- с кем? С дочерью. А я с ним. А я с ним, абсолютно. Да. И все, мы там все поменялись, абсолютно. Пошел, как говорится, именно наш стол. Не массовка, которая сидела, да. а именно только кто за да, столом. кто за столом И, те всё. были. И что мне понравилось у Малахова, что там разговор шел не только о танцах, а там шел разговор о жизни. Вот, ну, О чем говорили? Обо всем. Обо всем. Обо всем. Например, там меня спрашивали, например, вот, Ведь наверняка, я перебью на секунду, Валентина Ивановна, наверняка ведь съемки шли долго, а очень долго. 90% вырезали вашего разговора, скорее всего. ну, Нет. естественно, Нет? конечно, там У меня вырезали. все, что Я в почему и доме... спрашиваю, о чем Игорь, разговаривали? все, что дома сняли, не вырезали ничего. Абсолютно. То есть смонтировали все, как положено. Я тоже думала, что вырежут. Понимаешь, в чем дело? За столом, когда разговор шел, а мне спрашивают, даже был такой вопрос. Значит, это Волкова была со своим сыном. И этот сын кончал в том году школу. И шел уже разговор об образовании. То есть вот такой разговор пошел об образовании. А так как они знали, что я окончила университет и преподавала, и меня мама спрашивает, его парни спросили, куда ты хочешь пойти? Вот, он молчит, значит, не отвечает. Тогда Малахов ко мне обращается. Валентина Ивановна, а что бы вы посоветовали молодому человеку? Как ему что, должны родители посоветовать или как? И я тогда ответила, нет, он должен сам решить свою судьбу. Что он решит, так и будет. Одна сторона была дела. Дальше. Заиграли, со мной сидел какой-то музыкант, он писал песни, помнишь? Дорин, Да, Дорин был, что ли? Дорин, да. Ой, это, который ну, пьяная Наташа написала. Пьяная Наташка. Это он написал? Да, он. А он со мной А вы сидит. там не танцевали под пьяную Почему? Наташу? Танцевали. Танцевали. Но, Ну, это но показывали? там был другой вопрос, Игорь. Там Показывали это, Юрий Алексеевич? Во-первых, заиграли, танцевали, да, а слова вы помните какие, и все. Пьяная Наташа на столе танцует. И когда Вот пристали, вот почему пьяная Наташа на столе танцует, там вот пристали крепко к нему. Серьезно? Вот, Да. вот здесь, расскажите Нет, поподробнее. и самое интересное другое, он со мной сидит. Балахов говорит, Валентина Ивановна, а с вашей точки зрения, как вы думаете, эта мелодия будет иметь жизнь? Она нормальная? Вы будете под нее танцевать? Я говорю, да. Мы уже под нее Нет, танцуем, нет, да? я говорю, она совершенно нормальная, мы будем танцевать, она очень ритмичная. И этот
композитор-певец обнимает меня, целует и говорит: большое вам спасибо за поддержку. Даже такое было, понимаешь, в чем дело? Юрий Алексеевич, расскажите, что представили, почему пьяная Наташа на столе танцует? Ну там, да. Ну-ка, развейте мысль. Коллектив там получился. Я наверняка знаю, раскрыт. что это не показывали по телевизору. Конечно, это вырезали. Ну, расскажите. Но его очень, Я не вы, точно не достали вырежу. его крепко с этой. Почему? Он говорит, ну вы же пошли до конца, но все равно она же хочет счастья вообще-то. Понимаете? А почему Она- на столе танцует? Ну, потому что выпила женщина, когда Уже выпила, расслабилась. да, расслабилась. Поэтому она танцует. Но в то время было же это модно на столе, вокруг шеста. Ну да. Поэтому, вот. А кто такие вопросы задавал? Малахов? Малахов. Не Малахов, там, Малахов. нет, насчет Дорину, это там дамы, я забыл, там были две дамы, которые очень Какие-то преподавали. знаменитости? Вредные были. Вот прям они это. Да, да, вредные все пытались это И самое. что, он рассказал? Ну, он говорит, нет, вы дослушайте песню до конца, слова-то, там же стихи, не просто же, это же вообще пьяная отдельно Наташа. сначала стихи, а потом уже песня. Хочет счастья там в Ну конце. да, она хочет все-таки Пьяная счастья. Наташа хочет да, но она счастья. все равно хочет счастья, она ищет это счастье. Ну, не всегда же получается так уж раз, Так, дело-то в чем здесь, понимаете, почему к вам дамы пристали с этим? Не к вам, а к нему. Что, как можно найти счастье, танцуя на столе? Это же женской. Логика. Ну, женщины, в общем-то, они эмоции, их вообще-то женщины двигают чаще всего эмоции. Да. Но он объяснил им, и что они сказали на эту тему? Они были не очень довольны, потому что вот слова такие, что пьяная Наташа на столе танцует. Да, они были категорически. Юра, они в нескольких А вы вопросах. помните этот разговор, Валентина Да, Ивановна? конечно, они и там и несколько другие вопросы точно так же были недовольны. А какие вопросы? Ну, вот, например, это самое, они мне задавали вопросы, это самое, а удобно ли вам танцевать на вот таких высоких каблуках? Это разве неудобный вопрос? Это скорее практичный вопрос. Нет. Он был вредный. А я сказала, я не только танцую на каблуках, я хожу на каблуках. Вот этот момент я помню в Да, этой передаче. Да, этот момент я говорю, я хожу. И я что вам хочу сказать? И Я- в этот я- момент показали их лица, Валентина Вот, Ивановна. да, я ей говорю, вы знаете что, я не кому-то что-то доказываю, я не выпендриваюсь, я это слово сказала, а мне просто удобно. Моя нога привыкла к каблуку, и мне удобно ходить. Такой был вопрос. Потом, значит, еще, значит, был вопрос, но когда пошли танцы, цыганочка, помнишь? Они, эти две вредные тетушки, выскочили, да, и все, давай с нами танцевать, не с кем-нибудь. И к Юрию Алексеевичу. Именно с вами Да, и с Юрием Да, Алексеевичем? да, ко мне и к Юрию Алексеевичу мы начали с ними, значит, танцевать, и все. И они, Алексей, значит, давайте еще. отплясывали «Будь здоров», как говорится, да. Не, ну мы цыганочка-то, тем более. там, О, хорошо хлопению вам, звучало. Юрий Алексеевич. Всю. Валентина Ивановна, будете еще? Я нет, я все, я наелась. Давайте спасибо. еще Нет, все, все, все. Берите, берите. Все. Юрий Алексеевич, Валентине Ивановне вот такие неудобные вопросы задавали, а вам задавали какие-нибудь неудобные вопросы? Нет, ему меньше задавали. Валентина Ивановна, я не у вас спрашиваю. Нет, я просто тебе Мне говорю. не задавали. Я просто- единственное был шокирован, когда сначала объявили белый танец, и пришла мне пригласила Василюк, Лена Василюк, Кто? бывшая жена. Бывшая Жена жена. Семина. Семина жена бывшая. А, когда- Семин, это «Никто тебя не любит так, как я», да, эту песню придумал? Ну, вообще, Валерий Семин, он Ну, это аккомпанирует. гармонист. Да, баянист. Баянист, аккордеонист. Баянист, аккордеонист. Он там в такой цветной рубашке Да. был. Да. Вот. И когда мужик отучала вальс, она говорит, а я не умею вальс танцевать. Я был в шоке, говорю, как? Мы сегодня Валера сколько играет, неужели за это время нельзя было выучить, тем более на эстраде она давно-то выступать, и вальс не умеет танцевать. Я был в шоке, честное слово. Я не ожидал, что она Ага. не Нет, умеет а он выскочил сразу. Юрий Алексеевич? Да. Ну, пригласил, я же не могу даме отказать. Ну, Между правильно, домом, правильно. Белый танец, пригласила. Тем более камеры включены, наверное, Да, да? там же камеру включили, неудобно как-то отказать. А когда ну, мы там как-то так перемялись, потанцевали чуть-чуть, Чуть-чуть, да. чтобы завуалировать, как Да, говорится. да. Ну, неудобно перед камерами что-то совсем. Я сам удивился, что она не умеет вальс танцевать. Да. Был такой момент. Ну, и как из ситуации вышли? Ну, вот так А понемножку. куда деваться? Уже вышли ж на сцену, Дальше. а раз на сцену вышли, значит, надо танцевать. Ну, вы так не особо начали ее так Конечно, водить потому что по раз она не танцполу, умеет да? танцевать, то уже
уже аккуратно, Ну старался. так, грубо говоря, на месте потоптались и все. Потоптались немножко на месте, да, и все. Потому что другие танцевали, а мы уже там потоптались немножко под вальс, и все. Раз она не умеет. А с тобой вот мы вдвоем. Не, мы там танцевали, да, мы зажигали. Вдвоем. Ну, вальс. неудобных вам, Юрий Алексеевич, вопросов не было, да? Нет, мне не было. Не было, да? Чтобы Не было. вопросов. Мне вот я говорю, кто прошел в программе, мне понравилось, что этот самый как раз этот 9-й. Подождите, а вы на ТНТ были с Юрием Алексеевичем? Да. А? На ТНТ тоже с Юрием Алексеевичем Да. были? Ну, я перебил, что Девятов? 9-й, когда разговаривали, потому что действительно правильно Юрий Алексеевич сказал, что мой возраст позволял им задавать любые вопросы, потому что, как говорится, жизнь-то была слишком большая. Вот. И он как раз и сказал, что было очень здорово, что, мол, когда я был это самое, в Париже, и я видел там женщин На каблуках. в возрасте, ухоженных, одетых и так далее. и Это так кто далее. сказал, Юрий Алексеевич? Нет. Нет, Девятов. Девятов. Сидит напротив А, меня. когда вы сказали, что там бабы никакие. Нет, и все такое прочее. И я думаю, когда же это самое в России появятся такие. А я напротив сижу и говорю, а я была в Париже. Но я не видела ваших ухоженных, красивых женщин. Там все смеяться Да, начали. все грохнули. И я говорю, я видела каких? Не причесанных, без макияжа, обычно одетых. Но зато я говорю, мужчин я видела красивых, стройных, даже в возрасте. Понимаете, в чем дело? Ну, тогда все тоже опять хохотали. Понимаете, в чем дело? И все. То есть, понимаете, он со своей точки зрения, я со своей точки зрения. То есть, все. Он хотел сказать, да? Я говорю, ничего да. страшного. Там В Париже там тоже, да. Ухоженные дамы были, а у нас, по-моему, нету почти. Да. Там. Да. И все, да. Ну, фактически, А да. я ему еще сказала, я говорю, вы знаете, я вам даже больше скажу, что я, например, когда была в Вене, в Венской опере, именно в Вене, я говорю, это там даже предупреждали, что надо быть одеты. Я говорю, нет. Я говорю, да, были наши, Говорите. я говорю, были наши мужчины, были женщины. Я говорю, знаете, и наша советская группа, а это были советские времена, наша группа нисколько не посрамила честь нашего Родины. Мы были действительно в вечерних платьях, мы были причесаны, мы были одеты. Мужчины, правда, не были, смокингов не было, чего бабочек не было. Но были красивые костюмы, были красивые рубашки, были красивые галстуки. Я говорю, и что? Венцы были такие, жители Вены, мы были такие. Зато американцы пришли в эту оперу. Вот, в шортиках. И все, и с голыми ногами. У них другие традиции. Да. Хотя это само здание, сама обстановка, она не способствует этому. Например, точно так же, как с нашим сейчас Большим театром. Сейчас вот я сейчас после ремонта не была, мне очень хочется попасть, но не была после ремонта. А до этого я всегда была, понимаете? Это тоже всегда праздник. Этот человек идет на праздник, и все. И мы всегда отличались. Я очень часто была в Большом театре, я пересмотрела все балеты, переслушивала все оперы. Так позволяла моя жизнь это все, да? И я видела эту культуру нашу, но совсем иностранцы. Джинсы, свитер и отсутствие костюма. Это да, у многих было, что... Получается, у нас Юрий Алексеевич ростовский парень. Вы за границей были где-нибудь, Не Юрий был ни Алексеевич? разу. Ни разу не были? Не было. Ну, во-первых, сначала мне нельзя было, я был невыездной, подписку давал после Ну, армии. это понятно, а вот сейчас вот А уже. потом, ну, В как-то... Советском Союзе, вам открою секрет, никто за границей почти не был. Не, ну у меня брат ездил в ГДР, Ну, как говорили раньше, Чехословакия. курица не птица, Птица, да. Болгария не за Не за границей. границей, Нет, да. потом Голландию, потом уже даже в Канаду, ну, он была мечта съездить в Канаду, в Америку, он не ездил. Это в советские времена? Нет, уже когда развалился Союз. В советские как раз времена сразу вряд ли, не он в кап-страны съездил. Ну, сначала в страны, а потом в страны можно было. Сначала обязательно было нужно в страны. Если не ездил, то ее не выпустят в страну. Ну, вы, В советское время. вы за границей не были ни разу. Я не был ни разу. А вот скажите, по театрам ходили, вот уже когда в Москву перебрались там? По театрам с удовольствием ходил. А в каких были? Я еще когда в армии был, ходил. Там, в Большой театр нам солдат В Большом пропускали театре без были? билетов. Пропускали солдат, ставили приставные стулья, табуреты ставили. В проходе. Да.
ставили для солдат, было вот это привилегия была. Солдат мог прийти, ему, если у него желание есть большой театр, ему ставили стул отдельно. И они, как правило, засыпали, наверное, на Нет, этом стуле. почему нет? Почему же? С удовольствием и в Питере, а в Питере... А вот там были в тоже. театре, когда солдатам были, помните что-нибудь? Что давали? Не Знаешь, помните. Вот, ну, конечно, не помню. Я помню единственное, что я тебе скажу, когда я был в армии, я встретил Евгения Вестника. А, хороший артист. Вот. И тогда было тоже просто, я просто с ним поговорил, я был за почтальона, был, вот после его отправили, я вместо, 2 месяца был вместо В Трембите почтальона. он играл, я помню, Вот, шикарно. да, и вот, а он же декан был, уже профессор, вот, и я с ним встретился и договорился, что он будет шефским концертом выступить у нас в части. Прихожу к командиру части и говорю, я договорился с Евгением Вестником. Евгений Вестник. Он что за солдаты пошли, ничего себе, с деканом, профессором кинематографии, он договорился. Договорился. Он солдат договорился. Говорит, ну вы там организуйте, пожалуйста, чтобы не только солдаты были, но еще и, ну, там и цветы организуйте, там и это. Но он очень прост был в общении. Он вообще просто вообще. Вот. А вот уже вот сейчас, вот в эти времена, бываете в театре, ходите? Бываю. А где были последний раз? Последний раз, ну, наверное, терять опереты был последний раз. Так-то, не, ну, мы там и в ДКЖД ходили на спектакли, вот, и на кино ездили на это. А что- Были там спектакли. Что больше любите, классику, современное, Знаете, что? Я с удовольствием смотрю классику. С удовольствием. А что из классики, можете сказать? С удовольствием смотрел балет «Щелкунчик», с удовольствием смотрю Вайдеру. Это тоже считается, оперета, она тоже сейчас считается Ну классикой. Просто раньше была это легкая музыка считалась, а опера это более. Потом с удовольствием, ну это был в Питере, в Маринке, Борис Годунов, 3 часа 40 минут. Но Прям прошли как одно мгновение, да? вот пролетел абсолютно. Ну, в Питере я, допустим, попал, был Не говорите Питер, ну, питерцы вас... в Санкт-Петербурге, когда-то, когда я был там в гостях, там привезли из испанской королевского музея, привезли 2 картины Франциска Гойи. И мы сейчас 40 с своей двоюродной сестрой стояли в очереди с детворой, Чтобы посмотреть. да, эти 2 картины. На что родная сказала, вы что, чокнулись? Сейчас 40 стоять в живой очереди. Но это была живая очередь. У вас есть любимый писатель? Ну как, писать, наверное, особо... Я многих уважаю. Ну, раз любишь классику, значит, ну, она любимый преобладает. есть? Я восхищаюсь, больше всего восхищаюсь Александром Сергеевичем Грибоедовым, который считаешь всей сестрой из той эпохи. Это, Горе от да. ума, да? Да, «Горе от ума» — это ведь очень сильное произведение. В отличие от Пушкина, который Которого в Персии разорвали, да, будучи дипломатом. порезали его. Как искромсали, что мать узнала только по рудиментарным пальцам. То есть у нее мизинник был рудиментарный, а то, что было, тело не узнать было. Он был иссечен саблей. Любимая книга. Книга Лёни Филатова «Для детей читал сказку». Ну-ка, Кто-то записал, немножко, «Былого молодца». немножко расскажите. Потому что я сначала увидел на экране телевизора, я думал, он просто как актер читает. Потом я выясняю, что это, оказывается, он написал. Написался. Да. А вы реально все ведь знаете, да, весь? Ну, да, знал ее всю когда-то. Ну, вот когда уже... Продолжим. Она там что-то куда-то пошла. Как вам пицца, Юрий Алексеевич? Очень... Тем более, что я просто что не знаю. Нравится вам, да? И вот там часто разыгрывали пригласительные билеты. Где? Там Фасоль был такой клуб. Фасоль? Да. Это на где, в проспекте Москве? Мира. Да. А, на проспекте Мира. Мира 28. Угу. Тоже до сих пор помню. Вот, там очень часто пригласительные билеты. Где был? Проспект Мира 28. Проспект Мира 28. А, Там очень часто разыгрывали билеты на самые различные концерты. И эстрадные, там. Ну, чаще было как, входные билеты, чтобы на подтанцовках там. Зато все равно бесплатно, что это было выгодно. А так у нас
Ну, Юрий Ильич, что из еды любите? Что у вас блюдо какое любимое? я, я люблю очень вкусное, чтобы было приготовлено. Неважно, вегетарианское это или мясное блюдо. Главное, чтобы оно было вкусно приготовлено. Оно вкусно приготовлено, когда человек душу вкладывает. Если нет желания, лучше не иди к плите. Получится бог знает что. Потому как, ну, это действительно всегда, потому что, ну да, знания нужно тоже иметь. А мы иметь наставника, который бы мог научить готовить вкусно, потому что некоторые не умеют готовить, потому что некому было подсказать в свое время. Но мы выяснили, что вы умеете готовить. Да. А кто из писателей у вас любимый? Есть любимые писатели? Ну, я с удовольствием читал Карамзина, историю государства России, с удовольствием читал. Я занимался, будучи вторым сырьем, я Будучи хотел быть кем? вторым сырьем. Чего? Горкома комсомола. Завод был на правах горкома. Два портработника сидят. Вот. И амбиции быть Ну, вообще, и амбиции быть, вообще-то быть, было у меня быть в первом городе, поэтому я занимался самообразованием. Я дольше читал очень много работы Ленина. Опять же, Это вы вторым секретарем в каком нас- городе были? В в Сальске? Красном Сулине, нет, в Красном А, в Красном Сулине. да. Валентина Ивановна, ваш коллега. Вы Это только нет, в он парткоме просто, были, а он он... просто сам любил это дело и хотел Какое? знать. Ленина читал. Второй секретарь в ЛКСМ был. Ну, вот я и говорю, здесь он, Как говорите? он вынужден был уже здесь Ну, я это. не хотел быть Это как все. освобождаемая должность от работы была или как? Второй нет, первый был освобождаемый, второй нет. А вы, можно сказать, на общественных началах. Да. Но хотели стать первым. В первом городе даже хотел стать. Не получилось? Нет, мне предложили. Сначала прокатили, а через 2 года мне предложили, а я уже сказал, нет, я уже, ребята, не Вырос. Иосиф Брус Тито, это ведь был лидер Югославии. Да. Но они с Мао Цзэдуном, они критиковали. Мао верхушку. Цзэдун это Китай. Да, они критиковали верхушку партаппарата Советского Союза. Да? Да. О, Брежнев. Разногласия были. Нет. Еще Когда Брежнев был. Брежнев был, да. А они, тем более, когда, во-первых, Иосиф Тито еще поссорился и с Сталиным, когда наши проиграли Югославам, наши обижены, что же такое большое государство не могло выиграть, не могли под дамки сыграть в футбол. Если мне На память чемпионате. не изменяет, 5-4 там счет был. Вот. Вот. Что же, мол, не могли это? Я помню, я читал он. Вот. Из-за этого пошли разногласия. Сталин обиделся на Иосифа Брус Тито. Ну да. А тут говорят, ну так это же спорт, ребята, вы играете. Извините, да. Что здесь большая политика и это. Ну уже тогда она пыталась давить, как говорится, да, физическую культуру и спорт. Поэтому, а Мао Цзэдун еще тогда, аллилуйя, уехал туда. Дочка. Дочка Брежнева. Сталина. Аллилуйя, извиняюсь, да. Дочка Сталина уехала в Китай сначала. Потом она в Америку перевелась. Сначала она уехала в Китай. Она была в Китае и Индия. В Китае она была, И Валентина. Индия. Индия была, да. Потом она была в Америку. В Индии она очень долго жила. Да? Дальше был пожар, и у меня там трудовая была, и все это сгорело. Я вынужден был по справкам это все восстанавливать, чтобы пенсию свою себе. Если не секрет, сколько пенсия? У меня 19,5. У тебя подмосковная? А? Да. Ну, теперь дальше. Кто у вас любимый поэт? Поэт. Ну, поэт, я же говорю, это Грибоедов, я считаю. Просто очень много было сожжено и не опубликовано его, потому что очень много что. Уже, Грибоедов. да, в это я считаю, Персии. ум, честь и совесть той эпохи было. Горе от Как ни ума. странно. Не потому что горе от ума, это само собой. потому что- Классика. А как же, судьба проказницы Шалунья. Что когда знатоки были, они не ответили, с чего начинается произведение «Горе от ума», тогда вопрос был. Командор не смог ответить. А с чего началось начинается? с эпиграфа, который значит, судьба проказницы Шалунья, всем миром проектложен, ему счастье до безумия, а он им горе от ума. Вот с этого начинается вообще произведение «Горе от ума». Дальше прошло само произведение с эпиграфа этого. Оно ведь сказано очень глубокий смысл имеет. Просто очень глубокий смысл.
Ну, понимаешь, у нас сейчас договорили за то, что историю государства российского Карамзин написал не как Карамзин, хотя это труд, 20-летний труд вообще-то. Это не просто так, 20 лет человек работал. Начинал он работать что? С 1803 года еще до пожара, который Москва сожжена была. Там, годы войны с Наполеоном. Вот. Как Лермонтов, И да? то- Скажи-ка, дядя, ведь не даром. История Москва государства российского. сожженная пожаром. Да. А Пушкин как вам? Ну, я же ученый малый, но педант. Имел счастливый талант, без принуждения, в разговоре. Он Евгений ничего сказал. Коснуться до всего слегка. С ученым видом такая хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбки дам о нем нежданных эпиграмм. Он вообще-то был дуэлянт, заядлый дуэлянт. Он стрелялся 22 раза на дуэлях. Из них было только 9 до первой крови, ребята, между прочим. А 13 человек, значит, он убил, нам просто не сообщает, кого же он застрелил. Ну, допустим, из истории государства российского памятник стоит Юрию Долгорукову. Но в Москве он Герострат, потому что он ее пожег. Ну, В это да. время Посадский был. Ему не понравилось, как он его встретил. Он же князь был. А вот из современных кто вам нравится? Ну, совсем уж современных я особо не знаю. не Самый буду врать. любимый у вас? Леонид Филатов. Да. Да. Потому что вот это, казалось бы, когда в сказках уже там и Коренчаковский, все это, много что уже сказано было. Просто-напросто невозможно было вроде что-то новое. А его сказка во время Брежнева, это не бровь в глаз было. Какая Просто сказка? Про Федота Стрельца удалого молодца. А можете процитировать что-нибудь? Вот это, потому что мои дети выросли на ней. Потом, когда я летал уже взрослый, летал к своей дочке, внучкам рассказывал. Дочке мне подсказывала, ничего не скажу. Потому что А много вы чего- его, вот эту про Федота удальца молодого Про Федота стрельца, Стрельца удалого молодца. полностью знаете все? Ну, не полностью сейчас уже, а раньше знал полностью. А можете хоть там четверостишие там Конечно, прочитать? не только четверостишие, ну, потому что я восхищаюсь, потому что, казалось бы, все было сказано, уже пересказано, но у него вроде бы и штатив, но там есть и ритм, как стихотворная форма. Ничего не скажу. Очень классно. Процитируйте. Ну, верьте, аль не верьте, жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче. Так вообще, служба Федота, рыбалка да охота. Царю есть да рыба, Федоту спасибо. Гости во дворце, что семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавайи. И всем жать подавай. Одному омара, другому кальмара, третьему сардин, а добытчик один. Снаряжайся, братец, путь, даст и снова нам добыть глухаря, аль куропатку, аль еще кого-нибудь. Не найдешь кого-нибудь, я должен тебя казнить. Государственное дело, ты улавливаешь их. Не, что я, да не пойму, при моем-то приему. Чайни лапти в щи хлебаю. Соображаю, что к чему. Получается на мне вся политика в стране. Не добуду куропатку, непременно быть в войне. Чтобы ангельский посол с голодущий не был зол, непременно обеспечен для царя разносол. Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь на медведя. А куда деваться, Федя? Или меч и дыба, или дичь и рыба. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот, да все зря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи, да и дело к ночи. Хоть с пустой сумой, а пора домой. Видит сидит птица, лесная голубица. Сидит, не таится, ружья не боится. Пострелю-ка голубицу, хоть какая, да еда. Ты, Федот, меня не трожь, пользы в этом ни на грош. Ни подушку не наполнишь, ни кастрюлю, ни кастрюлю не наполнишь, ни подушку не набьешь. Что за притча, не пойму. Тут уже начинаю сейчас Ну, все равно много. Офигительно. Дочка подсказала, говорит, тут уж Да, нету дочки. дочка подсказывала, и внучка мой, не открывая книжку все-таки. А какой фильм самый любимый у вас, Юрий Алексеевич? Ну, я вообще-то в свое время там засчитывался. Много фильмов хороших, там тоже «Война и мир», очень хорошо поставлено, ничего не скажу, очень шикарно. Сергея Бондарчука. Да, Бондарчука. И он мне больше нравится, чем американский вариант, который Ну, сделан. сравнил Ну, я американский не смотрел Я даже. видел. совсем небо и земля. «Война и мир», да? Просто. Да, у них тоже «Война и мир» будет. Ну, Красивый фильм, но ну, красиво. далек от истины. Да, далек от истины. Там всё. Абсолютно. Вот. А
немножечко действительно сильнее, тем более, если учесть, что тогда же не было таких, как сейчас, Да, компьютерных спецэффектов, да. спецэффектов, компьютерных этой графики, которые Там можно много чего сделать. масштабная А массовка, там же, там да, всё. масштабные массовки, масштабные съемки. Да это целая всё. армия. Да. Это же ведь сложно было и людей задействовать, чтобы снять вот даже фрагмент. Это же, тем более, если я снимался в одно время там в массовках и с Соколовым Андреем. Поэтому знаешь, что это довольно сложно. В массовках снимались? Да, снимался. А где? Парочку примеров. Ну, мы среди зимы мы снимались на Пятницком кладбище. На улице минус 28. Они Это 22. что, фильмик какой-то? Да. Фильм Или с сериал? Нет, это сериал был с Андреем Соколовым, и там съемки на кладбище. Андрей были. Соколов — это «Маленькая Вера». Ну почему? Но это же не только маленький. Его по нему, по этому фильму его Нет, ну это- знают. да, нет. Потому что сейчас вот вы сказали, Андрей Соколов, наверняка его никто сразу не понял. А когда я сказал «Маленькая Вера», сразу его Ну, узнают. я думаю, что многие от Соколова не только по «Маленькой Вере», я думаю, узнают, потому что это сейчас многие фильмы, да, и почти в последнее время его мало, как-то так. Почему не знаю, он мало снимается, редко довольно-таки. Вот, будем говорить. или Но мне сериал. кажется, у него больше преподавательская сейчас. Ну, возможно, что да, он, может быть, перешел на преподавательскую деятельность, поэтому не хочет сниматься. Тем более, когда такие люди уже снимались, им плохой сценарий не нравится, они не будут Ну да, сниматься. уже они перебирают Есть, уже. есть черта, ниже которой он не считает, что это для него низко. Он не может опуститься ниже этой черты, что какой-то съемки сниматься. Поэтому, а съемки были же 2 часа выставляет аппаратуру, на улице минус 28. В помещении у нас было минус 20, наверное, потому что, ну, только того, что Ну, короче, помещение. что на улице, что Ну, в помещении. чуть-чуть зуб на зуб не попадал. Вам платили за это? Платили. Много? Ну, по тем временам $100 за день съемок. $100? Да. Ну, это хорошие деньги. Хороший день. 3000 по тем временам, это был такой 3000 получалось, но по тем временам это большие деньги были. Вот. Ну, вроде, что вы вот со своей вот сегодняшней А потом у высоты... меня после операции зубы посыпались, девочки сказали, пока тебе только вампира урать, Юрий Алексеевич, пока зубы не сделаешь, можешь не приходить на съемки. Вот. Был такой момент. У меня после операции посыпались, зрение ухудшилось, я вынужден был очки одевать и зубы. Что вы сейчас вот посоветовали нынешнему поколению, молодому? Ничего, во-первых, больше общаться. Не в интернете сидеть, а больше живое общение. Ничто не может заменить живого общения. И потом, когда мне один товарищ, уже взрослый, написал, что лучше иметь финансовую подушку, чем иметь своих детей. Я сказал, ни детей, ни внуков не могут заменить ни одна финансовая подушка. Деньги деньгами, но это дети и внуки, это гораздо выше и гораздо дороже любой. Ну уж какие они уходят, тогда зависит от того, как ты их воспитал. Ну да. И если ты видишь пробелы своего воспитания, тогда вот они и вылазят. Бывает, что дети там забывают своих родителей. А вот у меня друг, я же мать ослепла последние 5 лет уже. Ей 97 лет, она 29 года рождения. Он не сдал богодельный ее. Он сам готовит для нее, там жена помогает. Но чаще он готовит, кормит, воет ее, чтобы покормить, потом убрать все. Потому что, ну, еще когда... Но она в памяти, она по телефону разговаривает с своими племянницами, с подружками, которые еще до сих пор помнят по телефону, она с ними разговаривает. Вот, обязательно. Валентина Но Ивановна, не дома. у вас есть вопросы к Юрию Алексеевичу? Да вообще-то нет. В том смысле, что Юрий Алексеевич нам довольно полно рассказал, что его волнует, что ему интересно, и все. Понимаешь, самое главное, он правильно ставит вопросы сегодняшнего дня. Вот он как раз сейчас и сказал, общение между людьми – это самое главное. Без общения ничего хорошего не будет. Люди уже не могут мыслить, они не могут разговаривать, они полностью не могут сформулировать, что они хотят. Они стали косноязычные, понимаешь, в чем дело? А почему? Потому что они сейчас ничего не читают. Абсолютно. Вот Юрий Алексеевич читал это уже в возрасте, да? Я вот сейчас хожу в библиотеку.
Вот у меня я записана в двух библиотеках. Я прихожу регулярно там раз в 2 Ну, недели. не ругайте молодежь. У Но них не в свои- этом дело. Молодежь, единица бывает в библиотеках, и бывает она не за книгами, а к компьютеру. Ей нужно что-то посмотреть по какой-то программе. А кто берет книги? Берут такие, как я, вот этими мешками тащат домой и читают. И то, что читают, вот я уже рассказывала, еще раз повторяюсь, современность я беру, читаю, но это как макулатура, как семечки, просто вот так, да? А перехожу обратно. Вот сейчас я не ходила в библиотеку, я сейчас залезла в Тургенева. Я сейчас перечитала всего Тургенева. Кстати, Юрий Алексеевич, вы читаете какие-нибудь сейчас книги? Или сейчас пока нет? Сейчас времени нет. Ну, а так читаю, с удовольствием читаю. А что, последнее что читали? Последнее. Ну, там 5, 10, 15 лет назад, не помните? Не, ну чем же. Куда так далеко отошли? Ну, я образно. Я. Ну, Нет, я. Ну, сейчас в последнее время больше, ну так, всякие. Ну, ладно. Сейчас. затрудняется. Бестселлеры такие, как. Ну, Поставим вопрос по-другому, Юрий Алексеевич. Что вам больше нравится? Классика, история, детективы, романы, триллеры, там, что не, еще? мне больше нравится, конечно, классика нравится. И нравится. Ну, детектив тоже нравится. С удовольствием читаю. И тоже Донцову Дарью Донцову читаю с удовольствием. Ну, Валентина Ивановна, коллега ваш, Дарья Донцова тоже читает. Я Донцова не читаю. Не читали? Не, ну, По-моему, мне рассказывали, да? Нет, я Донцова вначале прочитала несколько книг, и мне достаточно. Не понравилось вам? Нет, абсолютно. Абсолютно. А вот Юрию Алексеевичу И- нравится. И, Я Мари- читал просто, я и- читал. и Маринина, вот понимаете, в чем дело? Марина, Марининой Донцова. есть несколько прекрасных книг, а потом, чтобы все читать, это невозможно. Нет, нет. Как партнер по танцу, как вам, Юрий Алексеевич? Прекрасный партнер по танцу. Прекрасный. Абсолютно. Мы с ним с полслова понимаем, чего он хочет, чего я хочу в танце, абсолютно. То ли быстрый танец, то ли медленный танец, и все абсолютно. То есть, когда человек танцует в твоем стиле, все. Юрий Алексеевич, а вам, Валентина Ивановна, как? Не, ну, ты знаешь, не, мы вот именно мы не так часто встречаем, танцуем вместе, но мы вот именно понимаем танцы друг друга. Это важно. для- Льстите друг друга, наверное. Нет, не льстим. Нет? Зачем? Я бы честно сказала Не бы. льстим, нет, Ну, мы почему? действительно льстим. Ты знаешь, я всегда скажу, многие иногда приходят, я хочу с вами потанцевать. Ну, во-первых, очень Ну, вы много на разрыв дам, идете, да. которые привыкли, они ведут. Но меня учили танцы, что Мужчина. кавалер ведет, мужчина ведет. А ведут это довольно сложно. Один танец танцуешь, рука отвалится после такой дамы. И уже желание с ней второй раз танцевать, ну никакого Ну, нет. Юра, у нас с тобой тоже в этом так начиналось, Не, ну, помню, ну, когда всё мы равно, начинали, да, потому что я тоже довольно активная в этом плане. А потом я поняла, что гораздо лучше, когда будет вести партнер. Это намного интереснее, и все. И мы уже все отошли от этого, правильно. И все. Но у нас все равно не было такого, чтобы вот именно давили. Нет, на мы не меня. давили. Ну, Нет, ну просто ты тоже иногда говорил, Валентина, не забывайте, я кавалер. Ну да. Это было. Это было. Ну, как я я сказала, даже Юрочка, танцую. я сказала, Юрочка, все Мы даже сделаю. танцуем, она говорит, под меня Костик подстраивается, под меня Женька подстраивается, а ты не хочешь. Я говорю, даже, извини, меня учили, партнер ведет. Они подстраиваются под тебя, ты солировать хочешь. Ну, понимаешь, надо. это соло, это немножко другая вещь. Другая опера. Другая соло это соло, а партнер, если танец вдвоем, то должно быть Да, вдвоем, да. взаимопонимание. Валентина Ивановна, что бы вы вот пожелали Юрию Алексеевичу по истечению вот взгляда вот этого знакомства? Вы, кстати, долго знакомы с Юрием Алексеевичем? Что? Давно. Ну, сколько? 5, 10 лет, 15? Ну, Ну, танцевать. примерно, на скидку. Да, ну приблизительно, да, вот так лет 5, а танцевать мы стали позже, потому что я ходила с мужем. Я ходила с мужем, я знала Юрия Алексеевича, видела, как он танцует, но вот танцевала уже я до последнего время с мужем, понимаешь, в чем дело. Поэтому, а вот когда вот мужа не стало, мы стали танцевать периодически с Юрием Алексеевичем. Периодически. Нет, ну у него же своя
жена есть, во-первых, свои партнерши есть, не наседаю абсолютно. Ну, понятно, вы там, Да, вы да, так это, да. ненавязчиво. Ненавязчиво, да. Я просто иногда говорю, Юрочка, пойдем. И он идет, смотрю, бежит с другого конца, подходит, и все со мной. И все, понимаешь, так. Что бы вы ему пожелали? Я ему пожелала бы, во-первых, крепкого здоровья. Это в первую очередь. Этого нигде никогда не достать, ни за какие деньги не купить, а это надо иметь. Так, это первое. Здоровье, здоровье, здоровье. Второе, я ему желаю счастья в личной жизни. Несмотря ни на что, несмотря ни на большие сложности, некоторые размолвки, некоторые недопонимания, я хочу, чтобы он был счастлив. Потому что семья в жизни человека, особенно мужчины, это очень важно. Потому что даже не столько для женщины, как для мужчины, потому что очень важна семья. Так что счастья тебе желаю. Ну, во-первых, конечно, даже еще желаю, как говорится, чтобы ты танцевал очень долго, чтобы у тебя к этому возможности были всегда, чтобы ты не загубил, не дай Бог, как говорится, что-то, чего-то, чтобы ты радовал нас своими танцами. Приходи почаще на танцы и будем танцевать. Я уж на танцы хожу часто. Что? Часто хожу на танцы. Не всегда пропадаешь. Прогуливаем. Было дело, да, Нет, были нет, пропуски, не были. один раз. Прогуливаешь, Было, у тебя было. бывает. Или придешь не настроение, это тоже бывает. Знаешь что, танцы, Юра, это праздник. Так что приходи Праздник, на праздник это, я и желаю, доставляй праздник для нам души. праздник. Праздник Для для души, да. И доставляй не только себе, но и окружающим. Так что все. Я ему желаю всего самого наилучшего. Так что я думаю, он это выполнит. Юрий Алексеевич, что бы вы вот хотели сказать, без всяких вопросов, сами вот от души, там, своим зрителям, ну или просто вот какие-то пожелания, там, рекомендации, может быть, просто что-то сказать. Что бы вы хотели пожелать? Пожелать Людям, не лежать дома на диване перед экраном Вот. телевизора. Да, иногда можно посмотреть, но иногда. А чаще все-таки выходить и общаться. Неважно, петь ли, танцевать ли, кому что нравится, для души, для сердца. И кто-то поет. У нас знакомая, которая ходит в Зиловский хор, и мы с удовольствием на ее концерты ходим посмотреть Зиловский хор. Уже в Шикарно. возрасте уже люди. Сейчас, тоже, да, нам все в возрасте, они шьют сами себе костюмы. Да. Сейчас на данный момент они сами себе шьют костюмы. Сами. Оплачивают Да. все эти костюмы. А Вот раньше, раньше делали- она у нас танцует здесь, в Сокольниках, и приглашала на эти выступления. Именно возрастные, все костюмы, сами все Да. делают и получают они удовольствие, и людям дают большое удовольствие. Доставляют. Начнем по очереди. С Валентиной Ивановной, что вы пожелали зрителям? А я зрителям всегда желаю, чтобы они были добрее к людям, доброжелательнее к людям, понимаете? И думали о том, что даже иногда небольшое, неловкое слово людей очень ранит, потому что люди сейчас очень тяжело все переносят. Поэтому я за то, что, понимаете, нам всем легче будет жить, когда мы будем любить друг друга, прощать маленькие слабости, понимаете, и заботиться о людях. Ну и, конечно, как всегда, я желаю, чтобы поскорее было мирное небо над нами, чтобы поскорее мы все спокойно вздохнули. Юрий Алексеевич, прежде чем я задам вот такой же вопрос, как задал Валентине Ивановне, вот, перед этим задам еще один вопрос. Что в вашем понимании счастье? Счастье. Это такое растяжимое вообще-то. Понимаешь, счастье может человек счастлив быть от какой-то мелочи. Ну, у кого-то 100 рублей в кармане счастья. У Да, кого-то- кому-то 100 рублей достаточно. Ну, а если в общем плане? Ну, нужно уметь радоваться маленьким радостям жизни, будем так говорить. И уже человек будет счастлив, от этого все время будет его полностью копилка, как говорится. А так он же может счастлив от детей, то, что они там у него, успехов детей. Здоровье есть, уже человек счастлив. Тоже. Юрий Алексеевич, 100 рублей или 100 друзей? Лучше иметь 100 друзей человеке. 100 рублей это деньги, но 100 друзей это лучше. Поэтому, когда мне один человек написал, что чем лучше иметь детей, лучше иметь
подушку финансовую, я сказал, никогда дети и внуки не могут сравниться ни с одной финансовой подушкой. Они должны быть выше. И ну, от того, что как ты их воспитаешь, это уже зависит от того, что ты пожинаешь. Что посеешь, что, говорят, ты пожнешь. Если ты не очень уделял внимания воспитанию своих детей, то да, они могут вырасти, как, говорят, поле, бурьян. Ну и теперь вопрос, что вы могли бы пожелать вот зрителям? В первую очередь, конечно, это здоровье и мир. Потому что без мира, ну, что я могу пожелать? Во-первых, конечно, это здоровье. И взаимопонимание. Потому что, ну, опять же, взаимопонимание тогда, когда люди будут не сидеть дома у экрана телевизора и заниматься только или там у планшета, у телефона, просматривая те или иные танцы, но лежа на диване и обсуждать то дресс-код, как человек не танцует, а как он одет. Но иногда человек одевается ровно так, как ему удобно. Не как позволяют финансы, а как удобно. Один как удобно, другой позволяет, как ему позволяют финансы. Это тоже играет роль, конечно, сейчас без финансов пока что невозможно. Вот. Что-то так. Но часто люди просто, лежа на диване, легко рассуждать. Ну, попробуйте, возьмите сами так же, там, станцуйте, или спойте, или сыграйте. А тогда выяснится, что так не просто так это сыграть, не просто спеть, не просто станцевать. Легко смотрится со стороны, сложно это выполнять. А деньги сильно важны в жизни? Не, ну они нужны, на данный момент они нужны, конечно, но я считаю, что им поклоняться абсолютно слепо нельзя. Золотому тельцу, да? Нет, это вредная привычка, которая сеет, опять же, для нас Запад. Нет, вообще-то лучше Екатерины никто не правил. Какой? Второй. Вот так Кроме уточняйте. Екатерины II лучше не правил, потому что исходя из чего? Доход населения на эту эпоху, ну и соизмеримо с Западом. Но до революции самой твердой валютой был наш рубль. Золотой. Наш рубль был, российский рубль, потому что он был гарантирован на 25% пшеницей твердых пород, то есть клейковидной выше 28. Она и сейчас стоит самая дорогая валюта в мире. Ну вот, дорогие друзья, дальше мы в политику не будем влазить, иначе Юрий Алексеевич не остановишь. Я как мог вот позадавал вопросы, хорошо ли задавал, плохо ли задавал, и как отвечал на них Юрий Алексеевич, судить вам. Пишите комментарии, и может быть в комментариях что-то спросите еще, что я не успел спросить у Юрия Алексеевича, а мы тогда прочитаем, может быть, если вам понравится интервью с ним, может быть, и вторую серию сделаем, да, Валентина Ивановна? Да, конечно. Мы Все подготовим, будет зависеть от того, насколько люди заинтересуются, насколько им это интересно. мы подготовим для Валентины Ивановны вопросы, и она тогда будет вести интервью с Юрием Алексеевичем. Будем прощаться, ну, по досвиданькамся мы уже тогда на улице. Сейчас мы выключим, пока соберемся. И... Вроде дождь там, Вот, заходили в Додо Пиццу, дождь шел. Выходим из Додо Пиццы, тоже дождь идет. Ну, все довольны, сыты. Довольные до ужаса. Как вам, Юрий Алексеевич, нормально, понравилось? Знаешь, я вот впервые сейчас в Додо Пицце, мне вкусно, особенно остро, мне понравилось. Остренькая, да? Ну, спускайтесь. О, Юрий Алексеевич с кофейком. Валентина Ивановна сегодня не на каблуках. Нет, по такой погоде мне жалко их. Интересно, они лежат. Ну что, дорогие друзья, вот мы посидели, все, как я обещал. Вот будем до свиданькаться уже на улице. Да. Так что пару слов, Валентина Да. Ивановна. Все, желаем всем хорошего отдыха. Большое спасибо за то, что смотрите нас. Ждем ваших отзывов. Спасибо. Юрий Алексеевич. Да, конечно, ждем всем здоровья и ждем отзывов. Ну и на этом будем заканчивать. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, ну, Юрий Алексеевич, как покажешь. О. И будьте здоровы. Да. До свидания. До свидания.